привет! С вами Ева Лорман. С этого ролика мы начнем курс видеоуроков по художественно-декоративной росписи ногтей. Кто-то наверняка спросит, а что это? Можно сказать, без этой росписи мастеру далеко не уйти. Это основа, без которой, я думаю, сложно наработать будет себе клиентов. Это всеми любимые фантазийные цветы, всевозможные принты и, конечно же, разнообразные вензеля, свадебные дизайны. Это первый видеоурок, и сначала мы сделаем обзор материалов. Декоративная роспись может выполняться какими угодно красками, но на ногтях надо использовать акриловую. По той простой причине, что она быстро засыхает и при покрытии рисунка топ-гелем не размазывается по ногтю. Я работаю профессиональными красками фирмы Aqua Color. Многие спросят, а как же китайские краски или вообще другие фирмы? Есть момент, который заставляет отдать предпочтение Aqua Color. Ценовая политика Aqua Color по сравнению с другими средняя. Такой маленький тюбик, к примеру, стоит около 30 рублей. Палитра цветов огромная. Как видим, он выпускается в банках. И если акрил чуть загустел, а он запросто может это делать, то его можно разбавить водой, продлить жизнь краски. Чего не сделать краске в тюбике. Если тюбик прохудился, то краска может безвозвратно засохнуть. Конечно, если не достать такой фирмы, то можно рисовать и другими. Переходим к кисти. Обзор материалов для декоративной росписи. Вот эта кисть, она называется круглая за счет вот этого крепления у нее. Из-за этого крепления она и называется таким словом круглая. Дальше она достаточно пушистая, если обратить на нее внимание. Новые кисти, как правило, идут в транспортировочном геле для того, чтобы ворс не приобрел какую-то другую форму. Для этого перед работой необходимо этот транспортировочный гель обязательно убрать с кисти. То есть ее достаточно просто обезжирить каким-либо средством, либо это обезжириватель. Можно даже воспользоваться средством для снятия лака с ацетоном. Вот я сейчас снимаю с нее этот гель, и она у нас становится более тоньше и имеет такой острый хвостик. Теперь рассмотрим ее повнимательнее, какая она в принципе должна быть у нас для декоративной росписи. Вот ее хвостик. Хвостик непременно должен быть очень тоненьким, иначе вам намного будет сложнее делать очень тонкие линии. Дальше, что еще можно сказать о кисти? Она имеет небольшую разницу в длине ворсинок, то есть центр у нее, как правило, очень остренький такой, а все остальные ворсинки идут уже на убывание. Это специально сделано для того, чтобы легче было выводить тонкие линии. Вот эта кисть, это номер 3, идеально подходит для того, чтобы делать достаточно тонкие линии, плавно переходящие в объемные и опять же плавно уходящие в тонкую линию. Вот сейчас мы начнем первый наш урок. Вот мы начинаем первый урок декоративной росписи. В чем заключается ее смысл? Если обратить внимание, то вот эти элементы, которые я сейчас вам показываю, они очень тоненько начинаются, потом переходят в более толстую часть и точно так же должны обязательно заканчиваться тонко.
отрабатывая вот этот элемент, мы отрабатываем нажатие руки. А нажатие руки декоративной росписи — это самый важный, можно сказать, момент. Набратие краски на кисть должно быть примерно вот такого размера. Совсем чуть-чуть. Кисточка должна быть практически чистой, и краска не должна заполнять ее основную часть. Краски должно быть ровно столько, чтобы вы, когда прижимаете ее, кисточку, она должна выдать вот этот контраст. Начинаем тонко, прижимаем и также тонко заканчиваем. При этом обратите внимание на постановку руки. Она должна быть практически вертикальной, то есть мы кисточку держим не как ручку, например, как мы привыкли в школе держать ее. Она у нас должна быть больше уже в вертикаль определена. Вот это нажатие для нас играет огромную роль. Отработав это нажатие, можно переходить к другому уже элементу. Кисть периодически нужно чистить от краски, потому как краска сохнет и, естественно, кисточка становится грязной. И вот уже видно, что кисточка и сухая, и грязная, потому что она уже не пружинится, она не выходит в свое исходное состояние. То есть я на нее нажимаю, прижала, отжимаю, и кисточка такая изогнутая и есть. Значит, необходимо ее помыть, салфеточкой вытереть и продолжать работать. Тоненько начинаем, прижали и также тонко выходим. Тонко начинаем, прижали, тоненько выходим. Где-то, если не получается тонко выходить, ничего страшного, надо стараться, конечно. Тонко прижали и выходим. Это очень важно, научиться делать такие движения рукой. Теперь сделаем то же самое, только слева направо. Тонко начали, прижали кисточку и тоненько вывели. Тонко начали, прижали кисточку и тонко вывели. Тонко начали, прижали, тонко вывели. Где-то можно помогать даже рукой, движением своей руки, чтобы вот этот центр у нас был как можно больше. Вот этот перепад, контраст, он очень красиво смотрится на ногтях. Когда мы начинать будем рисовать цветочки, очень красиво, как, например, обычный цветочек, он тоже фантазийный пятилистник, который очень часто просят наши клиенты. Нарисуйте какой-нибудь цветочек. Если какой-нибудь, а не китайская роспись, то в принципе вот из декоративной росписи цветок очень хорошо подойдет. Вот по большому счету мы рисуем один из лепестков, только пока они у нас не в комплексе, а сами по себе. Закончили первый видеоурок. Ваша задача отработать нажатие на кисть.
чтобы продвигаться дальше. С вами была Ева Лорман. Всем удачи, успехов, тренируйтесь. Пока-пока!